Итак, в прошлом видео, я рассмотрел ресурсы и а, приспособления, точнее генераторы, которые могут вырабатывать электричество. Окей, у нас есть электричество, что мы можем с этим сделать? Мы можем направить его на переработку наших ресурсов. Во-первых, в этом моде есть более совершенный вид печки, просто железная печь. Она даже не требует электричества, в нее достаточно положить какое-нибудь топливо типа угля и, допустим, то, что мы хотим переработать. Например, какая-нибудь руда, скажем, железная руда. Вот, снизу мы кладем топливо, сверху то, что мы перерабатываем, ну, собственно, как и в обычной печке. Все, и у нас здесь преобразуется это все в слиток. Вот. Есть еще более совершенная модель печки. Это электрическая печь. Во-первых, ее фишка в том, что она уже не требует какого-то традиционного топлива, типа угля там, или каких-то досок, например. То есть она питается от электричества. То есть выполняет те же самые функции, перерабатывает, там, плавит ресурсы, но при этом подпитывается электричеством. То есть если у вас есть какой-то, допустим, нескончаемый источник электроэнергии, скажем, солнечная панель, то, соответственно, вы решаете сразу свой вопрос, свою проблему с переработкой, например, сплавкой руды. Вот. То есть просто подпитывая эту электропечь электричеством. Давайте попробуем это как-нибудь продемонстрировать. Возьмем, например, где-то здесь у меня была солнечная панель. Сейчас попробуем поставить электропечь. Вот. И как видим, здесь потихоньку начинает накапливаться энергия. Ну, выход у солнечной панели достаточно маленький, поэтому энергия накапливается не очень быстро. Так, давайте возьмем какую-нибудь руду, например, тоже железо. Сюда сверху положим и, пожалуйста, идет переработка. Пожалуйста. Снизу можно также класть какие-нибудь аккумуляторы заряженные, но об аккумуляторах чуть попозже. А здесь слоты, соответственно, для модулей. Про модули тоже чуть-чуть попозже. Вот такая замечательная есть электропечка. Но еще более крутые штуки — это, например, дробилка. В чем ее предназначение? Зачем она нужна? Так, давайте запитаем ее, попробуем и продемонстрируем. Так, я, наверное, в принципе, пускай запитывает потихоньку. В чем преимущество вот этой дробилки? Что она нам дает? Допустим, у нас есть руда железная. Вот, что мы можем с ней сделать? Мы можем затолкать ее в дробилку. Сейчас она постепенно переработается. Что мы получим на выходе? Сейчас подождем, пока перепитается, переработается потихоньку. Так, мы получили железный порошок. Причем, обращаю внимание, мы получили 2 железных порошка. А что мы можем делать дальше? Мы можем давайте здесь 2 панельки поставлю. Мы положим сюда сейчас этот железный порошок, посмотрим, что произойдет. Так, раз слиток. И 2 слиток. Итого, если мы просто напрямую руду поплавим в электропечи, мы получим выход 1 к 1. Если же мы воспользуемся дробилкой, мы можем сперва получить железную пыль в количестве 2 штуки, потом переплавить ее и получить 2 слитка железа. То есть мы удваиваем производство ресурсов. Это очень круто. Так, идем дальше. Дальше у нас тоже хороший такой прибор, очень полезный. Это экстрактор. Вот. Самая крутая его фишка, самая полезная, в том, что он может у нас перерабатывать латекс. То есть, как я раньше показывал, если мы просто затолкаем в печку, вот по этому рецепту, мы получим одну резину. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы
положим резину, точнее латекс в экстрактор. Пронаблюдаем за процессом. Вуаля! Из одного латекса мы получили 3 резины. То есть утраиваем выход, соответственно, резины с помощью экстрактора. Очень полезная вещь. Но это и не единственное приспособление. Какие еще крафты через него проходят, я потом позже покажу. Дальше компрессор. Ну, компрессор, он как бы сжимает предметы. Вот. Вот. Какие-то в нем крафты. Ну, там тоже попозже покажу. Как бы насчет полезности. Ну, например, можно, конечно, взять, скажем, я не сказал бы, что это полезная функция такая просто, как может элемент автоматизации. Можно попробовать сжать просто слитки в блок. То есть я вот взял медные слитки и сейчас с помощью компрессора сожму их в блок. Ну, на самом деле я бы не сказал, что это какой-то полезный, да. Точнее, пардон, я превратил это в пластину, да, а вот пластина является как раз-таки одним из важных элементов, там, например, в ядерных крафтах. То есть, ну вот, то есть есть некоторые крафты, которые у нас получаются через компрессор. Вот. Дальше. Есть еще такой вид электрической печи, индукционная печь. Это такой более усовершенствованный. Здесь разница в том, что у нас может быть параллельно происходить два крафта. Вот. Ну, здесь сейчас я не буду, наверное, демонстрировать, тут надо побольше энергии запитать. Здесь, скорее всего, еще нужно сигнал красного камня подать, чтобы она заработала. Это индукционно. Да, вот я сообщил сигнал красного камня, и она включилась, начала запитываться. И причем здесь, видите, еще есть шкала нагрева. То есть, когда она нагревается на 100%, она плавить начинает намного быстрее. То есть это более ускоренный вариант по сравнению с электрической печкой. Так, окей, допустим, у нас есть, соответственно, у нас есть источники энергии, у нас есть некоторые потребители, да, ну про остальные приборы я чуть попозже расскажу. Окей. Как быть мне, если мне нужно какой-то избыток энергии где-то хранить, да, то есть у меня же не все может идти там, допустим, на крафт чего-нибудь. Допустим, есть у меня солнечная панель, я часть энергии вырабатываю, трачу, но может у меня образовываться некоторый избыток. Как с этим быть? Все просто. Для этого есть специальное энергохранилище. Вот. Как бы есть в виде блоков 3 штуки, 3 разновидности, по возрастанию тоже объемов. И, соответственно, есть ручные, также по возрастанию объемов. Ну, вот эти ручные, как правило, редко используются для того, чтобы непосредственно хранить энергию. Как правило, они скорее используются как элементы крафта игроками. А вот эти очень популярны в качестве хранилища. То есть есть батбокс, вот, который мы можем, соответственно, взять и подсоединить к какой-нибудь солнечной панельке. Хоп, и у нас начала накапливаться энергия. Пожалуйста. Причем здесь у нас может запастись 40 тысяч единиц энергии. Здесь у нас может запастись 600 тысяч уже единиц. То есть это более продвинутый способ хранения. А здесь мы уже можем хранить в эхо. Вот посмотрите сколько. 10 миллионов. 10 миллионов единиц энергии. То есть огромнейшее просто хранилище для энергии. Что касается этих хранилищ, ну здесь вот прям написано, да, 10 тысяч он может хранить. Этот, соответственно, 100 тысяч. Ну, этот, наверное, миллион, да, просто по возрастанию, так, на порядок. Вот. Ну, как правило, они скорее как элементы крафта чаще используют, чем для хранения энергии. Вот. Так, ну про остальные вещи из этого, значит, мода я расскажу в следующем видео.